Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Миллениалы и зумеры. Мне кажется, в интернете сейчас большая часть приколов, то есть смешных видео, посвящены этой теме разницы поколений и вообще эстетике миллениалов. Но для начала давай объясним, что вообще значит миллениал и зумер. Мгм. Итак, миллениалы — это люди, которые родились между 85-м и 95-м. И зумеры — это те, кто родились между 95-м и 2010-м. Да, но здесь стоит заметить, что все-таки эта классификация дается в зависимости от американского развития общества. В России уже все эти технологии, вроде компьютера и интернета, пришли чуть позже, поэтому и разница между миллениалами и зумерами тоже немного двигается. То есть давай будем считать, что миллениалы — это люди, которые родились в 1990 до 2003 года. А зумеры — это уже те, кто родились после 2003-2005. Да, ну как ни крути, мы с тобой настоящие миллениалы. Точно. Да. И о миллениалах мы хотим поговорить в этом выпуске и, так сказать, поделиться эстетикой миллениалов в России. И главная особенность нашего поколения, что мы застали время без телефонов и без компьютеров и без интернета. То есть в нашем детстве мы проводили очень много времени на улице, мы собирались большими группами, бегали по двору и всегда придумывали какие-то развлечения, придумывали какие-то игры и использовали нашу фантазию на 100%. Да, и мне кажется, сейчас мы уже такие, как старые деды, которые бубнят и жалуются: новое поколение, не такие, как мы, сидят в своих телефонах. Есть такое. Мгм. Да. Ну, конечно, наше поколение интересно тем, что и компьютерные игры, и интернет у нас уже появлялись. Вот ты, например, какие компьютерные игры вспоминаешь? Конечно, на первом месте это Sims. Мгм. Просто обожала. Также это был GTA, Need for Speed. И интересная игра, я не знаю, знают ли они за пределами России, это «Как достать соседа». В этой игре нужно было делать пакости, то есть какие-то маленькие неприятности соседу, и в то же время нужно было стараться, чтобы сосед тебя не поймал. Мгм. Я тоже играла в эту игру. Да. Боже, какой это адреналин! Да. Как, как этот сосед бежит, как было страшно, что он поймает тебя. Ну да, это наша фантазия играла. Ну и я, конечно, тоже играла в Sims. Это классика, это Мгм. легендарная игра. И Мгм. еще я вспоминаю с теплотой игры про Барби. Барби, М. салон красоты, Барби и гимнастика. Но у меня такого не было. У меня как-то больше были мальчишеские Ага. диски. Но, наверное, это зависело от того, у кого какие игры были из твоего окружения, да, потому что раньше мы давали друг другу диски, Мгм. да, и нужно было не забыть, кому ты Да. дал какой диск, чтобы потом попросить его обратно. Да, но тогда был интерес, наверное, к любым играм. Просто что-то новое попало тебе в руки, и ты такой думаешь: о, класс, поиграю. Сейчас, наверное, уже люди так не думают. Сейчас они, наверное, выбирают. Я Не думаю, знаю. да. Мгм. Я помню, что для меня даже было развлечением смотреть, как мой папа играет.
Я просто стояла у него за спиной и смотрела, о, как страшно, потому что он, конечно, играл в более серьезные игры. Мгм, мгм. Итак, перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность практиковать свой русский, преодолеть, наконец, языковой барьер, найти друзей и хорошо провести время. Все детали в описании, присоединяйтесь. Еще одна черта, которая выделяет российских миллениалов, это то, что мы стали первым поколением, которое начало прорабатывать свои травмы, и мы пошли в терапию, мы ходим к психологам, и мы хотим не только проработать травмы, но также проработать наши комплексы и вообще улучшить нашу жизнь. И в поколениях до миллениалов поход к психологу, вообще сам факт обращения к психологу считался чем-то стыдным, да, значит, с тобой что-то не так. Да, абсолютно точно. И интересно, что для миллениалов одной из самых больших проблем является неумение говорить «нет». То есть наше поколение, мы а, не умеем или боимся сказать «нет» человеку, отказать ему. Вот у тебя были такие проблемы? Конечно, но сейчас уже намного лучше. Сейчас я уже могу сказать нет, но все равно в большинстве ситуаций я чувствую себя в этот момент отвратительно, просто ужасно. И я как бы горжусь тем, то, что сейчас я могу сказать нет, но не горжусь тем, что это не проработано на 100%. А ты? Да, у меня тоже так. Я уже лучше умею это делать, мне приходилось это делать, но все равно каждый раз, когда нужно отказать человеку, я чувствую себя неловко, я чувствую дискомфорт, я боюсь обидеть человека, и, конечно, это очень неудобное положение. И интересно, что это часто встречается в рабочих ситуациях. Есть куча видео, в которых высмеивается, то есть есть шутки о том, что миллениалы не умеют говорить «нет» своему боссу, не умеют защищать границы, и из-за этого у них все время переработки на работе, они тревожатся из-за неправильного имейла и вообще стрессуют на работе, потому что они должны все делать идеально. У тебя была такая ситуация? 100%, когда я работала не на себя, я регулярно делала какую-то работу по вечерам, я делала работу в выходные дни. И это, конечно, фатальная ошибка, и это просто прямая дорога к выгоранию. И я думала, что если я не сделаю это, я буду самым плохим сотрудником, и я подведу компанию, своего босса, и вообще я буду самым безответственным человеком в мире. Мгм. Да, у меня, конечно, тоже такое было. Я помню, как когда я работала в университете в Санкт-Петербурге, начальница попросила меня провести экскурсию для жены какого-то начальника университета. Окей. Конечно же, я не смогла сказать "нет", и я готовила эту экскурсию. Это, конечно, долго, потому что ты боишься сделать ошибку. И в итоге все прошло хорошо, слава Мгм, богу. мгм. И эта жена была приятным человеком, но ты думаешь, я получила какую-то компенсацию за это, какой-то бонус? Вообще нет. Это как в том меме: "А мне за это что-то будет?" "Нет". "Да, ручка какая-то". "Нет, ничего". Вот это моя Даже, ситуация. даже не похлопали по плечу, не сказали молодец. Да, я Мгм. думаю, в тему сейчас будет сказать про фразу «садиться на шею». Ам,
Это значит использовать какого-то человека в своих целях и пользоваться добротой этого человека, пользоваться тем, что человек все равно не сможет сказать тебе нет. И часто начальники и коллеги садятся на шею и просят тебя сделать что-то и не обещают и, конечно же, не дают никакого бонуса или какой-то другой компенсации. Ужасно. Да. Мне кажется, работодатели вообще очень любят нанимать миллениалов, Да, в отличие от свободолюбивых зумеров. Они да. могут пользоваться нами как хотят. Да, но вот, конечно, как ты сказала, много шуток в интернете про эту борьбу миллениалов и зумеров. Мне, конечно, немного обидно, что зумеры нас высмеивают, но я тоже восхищаюсь зумерами, если честно, потому что это первое поколение, которое ставит на первое место себя, свое время, свое здоровье и свои интересы. И я понимаю, почему работодателям не нравится это, потому что мечта любого работодателя просто человек без хобби, не умеющий сказать «нет», который будет работать днями и ночами. Но зумеры, конечно, молодцы. Мгм. Согласна. И мне кажется, вообще миллениалы, они очень умеют общаться с людьми. Точнее, умеют и, кстати, хорошо в этом преуспевают, хорошо это делают, но не любят и не чувствуют себя комфортно. И поэтому они не любят отвечать на звонки, Мгм. предпочитают что-то написать. И поэтому, если кто-то звонит в дверь в твой выходной, ты тоже скорее будешь прятаться и не отвечать: «Никого нет дома». И Да, но я прям сейчас Мгм. типично получается, потому что это, 100% про меня. Если я никого не жду, я даже не подойду к двери, чтобы узнать, кто там. Просто Мгм. тихо жду, когда кто-то уйдет. Прости, я тебя перебила. Всё отлично, да, это я с тобой согласна. Да. И, в общем, сейчас еще даже есть тренд в России, что миллениалы покупают, многие миллениалы покупают заброшенные дома в деревне, потому что они дешевые, и Мгм. делают там ремонт, и просто живут свою лучшую жизнь в тишине, в спокойствии, в глуши, то есть в деревне, и наслаждаются вот этой спокойной жизнью. Да, неудивительно, потому что это тоже стереотип, что миллениалы постоянно испытывают стресс и часто говорят о том, что, например, бумерам в Советском Союзе дали квартиры бесплатно, зумеры заработали на квартиры в ТикТоке и на Ютубе, а бедные миллениалы стрессуют каждый день, работают за копейки, работают весь день и так и не могут позволить себе купить свое собственное жилье. Да, и при этом нам с самого детства говорили, что нужно обязательно получить высшее образование, диплом. Нужно обязательно учиться на отличные оценки. Если будете это делать, то получите хорошую работу и будете зарабатывать хорошие деньги. И что? Где? Что мы получили в итоге? Мы видим, что на рынке труда большие трудности даже для высококвалифицированных специалистов. И даже если у тебя хорошая работа, не факт, что ты сможешь позволить себе свое жилье. Да, время поменялось, и оказалось, что высшего образования, хорошего диплома и хорошей работы недостаточно. Нужно еще уметь танцевать в ТикТоке. Кто бы знал. Нас не учили этому. Ага. Так, хорошо. Ну и тоже много смешных шуток и видео о том, что в 20 лет у зумеров тоже, у бумеров уже были дети, зумеры тоже заводят детей сейчас достаточно рано, может быть, не все, но некоторые, или большинство, или половина. А миллениалы без квартиры, без стабильности, в стрессе заводят, конечно же, не детей, а кошечек
и собачек. И таким образом они как бы реализуют в себе этот родительский потенциал. Точно. Но если все-таки миллениалы решаются завести детей, то они действительно стараются дать им лучшую жизнь. Они проводят с Мгм. ними время, они читают литературу о детской психологии, и видно, что миллениалы действительно посвящают м, воспитанию детей большие ресурсы. И опять есть такая шутка, что миллениалы — это то поколение, на которых раньше кричали родители, а сейчас кричат их дети. Да, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Несмотря на то, что очевидно, у нашего поколения много проблем. Как ты сказала, миллениалы очень ответственно подходят к родительству, они читают литературу, и мне кажется, они элементарно проводят больше времени с детьми, потому Мгм. что бумеры, у них было обычно много детей, и эти много детей обычно были с бабушками и дедушками. Мне кажется, все-таки миллениалы, они стараются именно проводить это качественное время вместе со своими детьми или ребенком, потому что часто это только один ребенок. Да, я думаю, что бумеры так нас воспитывали жестко, как-то строго. Ну, отчасти потому, что у них были неспокойные времена, и, Мгм. конечно, все свое время они отдавали работе. Мгм. И, конечно, такое воспитание, оно не прошло просто так. И один из главных эффектов, который мы сейчас чувствуем, это наше стремление, наше, я имею в виду миллениалов, стремление к достигаторству. Нам всегда нужно быть выше, лучше, быстрее, сильнее, и мы готовы работать нон-стоп, чтобы достичь всего, чего хотим. Да, как результат, мы в стрессе, мы выгораем, у нас апатия, иногда депрессия, но мы не ноем. Да, мы так посмотрели, окей, у меня апатия. Ладно, какие рабочие задачи мне нужно сегодня сделать? Мы просто Мгм. продолжаем работать. Да, мне кажется, мы то поколение, которое точно слышали такую фразу от родителей: "Делай через не хочу, делай через не могу". Поэтому даже если ты себя как-то плохо чувствуешь, нужно встать и пойти на урок. Да, Мгм. или не ной, да, потому что Конечно. ныть это очень плохое качество, ну, как нам говорили родители, Мгм. да, хотя, как выясняется, иногда нужно дать волю эмоциям и хотя бы признать свои проблемы. Но Мгм. это уже, да, это уже другой вопрос, Да. другая тема. Да. И, кстати, еще должна сказать, что нам с детства внушили, то есть дали такую идею, что а, нельзя просить помощи. Нужно Мгм. быть самостоятельным. И нужно вот такой своей силой по максимуму обеспечить себе социально защищенную жизнь. Потому что наши родители точно знают, что привычный стабильный мир может рухнуть в одну секунду. Но мы тоже это знаем уже. Тенденция продолжается. Да, просто Да. меня это очень сильно удивляет, потому что, ну, как мы с тобой говорили ранее в наших выпусках, что, кажется, в нашей стране никогда не было очень стабильного или стабильно хорошего времени, скажем так. Был некоторый подъем, который мы все знаем, чем закончился. И мне кажется, что давно нужно было обратить внимание на то, что быть гибким и легко адаптироваться — это самая важная характеристика в жизни. Но нам не дали такой мысли, мне кажется. Нам дали мысль, что важно получить образование, важно быть удобным для всех, важно быть хорошим человеком, но мысль о том, что да, все может измениться за один день, мне кажется, нам никто не дал.
Да, я думаю, что это было скорее фоновое осознание. Мы видели наших родителей, то, за что они переживали, то, что они старались избежать, да, всякие потери работы. Поэтому, если у тебя есть работа, нужно за нее держаться. И на Мгм. этом фоне мы поняли, мы осознали, ага, так, стабильности нет, но нужно делать максимум, чтобы быть счастливым. Поняли. Делаем, работаем, не останавливаемся. Да, но еще раз, в этом выпуске мы не хотим сказать, что миллениалы — это самое лучшее и самое страдающее поколение. Мы, конечно, понимаем, что у каждого поколения были свои проблемы, свои сложности, и есть, да, у нынешнего поколения тоже Да, они есть. конечно. Мы просто хотим поделиться именно характеристиками нашего поколения. Да, то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем каждый день. А еще, кстати, есть такой стереотип, такая идея, что миллениалы почему-то выглядят моложе своих лет. Ты это замечала? Ну да и нет. Я думаю, что есть объяснение этому. Это то, что миллениалы уже нашли свой стиль. Мы уже прошли через те этапы, когда мы, не знаю, были эмо, готами, неформалами или гламурными девочками. И сейчас мы уже просто знаем больше о себе, знаем, что нам идет, и умеем это подчеркивать. А зумеры, они сейчас вот в этом поиске, мне кажется, и поэтому часто они в мешковатой, то есть очень свободной одежде, какой-то непонятной, с кучей макияжа, часто очень неаккуратного, потому что у них еще какая-то фаза экспериментов, я думаю. Мгм. Ну, кстати, может быть, я об этом не думала. Ам, Мне просто Не, ну мы с тобой приятно. 100% выглядим Да. молодо. Да, вот я надеюсь, что мы еще проходим эту категорию, что люди считают нас моложе, чем мы есть на самом деле. Но я не хочу сойти с ума и стать этой странной женщиной в Инстаграме, которая позирует на камеру и говорит: «Мне 40, но никто не дает мне больше 20». Мгм. Так, хорошо. Ну что, еще последнее, что Мгм. хотела добавить. Я очень ржу, то есть смеюсь от шуток, что миллениалы, как старые деды, а, например, когда нужно купить что-то важное, билеты на самолет или какую-то дорогую вещь, мы не можем делать это с телефона. Нам нужно пойти, открыть компьютер и на большом экране все посмотреть. Вот я точно так делаю. А ты? Да, конечно, потому что это слишком ответственное задание, чтобы делать это на телефоне. Ам, Как бы ни старались разработчики приложений, для нас это невозможно. И тоже, когда паркуешь машину, нужно убавить музыку, чтобы лучше видеть, куда ты едешь. Я не знаю, может быть, это моя индивидуальная какая-то характеристика, но мне кажется, это тоже связано с чувством, эм, что этот момент очень ответственный, и тебе нужно сфокусироваться. Мой муж тоже так делает, поэтому думаю, это есть такая черта. Вопрос недели. А вы из какого поколения? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока. Пока-пока.